Привет, энтузиасты космоса и поклонники Лего! Сегодня я вам покажу самый лучший космический корабль из серии Lego Technic Space всех времен и наборов, который имеет уникальную конструкцию фюзеляжа и офигительное хвостовое оперение самолетного типа. Здесь вы узнаете, как устроен механизм уборки шасси и поворота ракетных двигателей. Посмотрите, как выглядит летательный аппарат в сравнении с другими моделями. И несмотря на то, что дизайнер этого замечательного космического корабля допустил незначительные ошибки, мы их легко исправим прямо сейчас. Знакомьтесь. 421. Heavy Cargo Spaceship. Грузовой космический корабль вертикального взлета и посадки. На коробке представлены основные функции летательного аппарата. Уникальная система транспортировки грузов. Вход в Space-портал других серий Lego. Информация о том, что основными функциями легко управлять одной рукой. Поворотные ракетные двигатели имеют откидной капот. Фотография деталей капота двигателя в натуральную величину. Виды космического грузового корабля в разных проекциях. Технологическое космическое оборудование. В набор входит 1365 деталей. 10 пакетов с номерами и 1 пакет без маркировки. В пакете из картона я нахожу 2 листа с наклейками. Один лист маленький, а другой очень большой. Инструкция по сборке. На последних страницах мы увидим дублирование картинок задней части коробки и результат сборки моделей. Варианты наборов Lego Technic серии Space 2024 года. Обзоры этих наборов смотрите на моем канале в плейлистах. Список всех деталей. Первый этап начинается со сборки механизма, который состоит из нескольких шестеренок. Обратите внимание, что синяя шестеренка свободно вращается на валу, а черная жестко закреплена. Это происходит благодаря тому, что эти детали имеют разное по форме отверстия. Механизм чем-то похож на автомобильную коробку передач и предназначен для передачи вращательного движения на оси. Рама шестеренок имеет пространственную конструкцию и имеет выдвижные механизмы. Все указывает на то, что эти элементы будут играть очень важную роль в общем процессе. На этапе сборки будет интересно увидеть внутренние конструкции всего космического корабля и понять принцип работы всех механизмов. Простая и эффективная работа фиксирующего элемента. Вот в этом и есть преимущество просмотра этапов процесса сборки. Сразу все понятно, как работает эта конструкция. Все хорошо видно и не требует каких-либо объяснений. Перемещение происходит вдоль стержня, который собран из 2 черных осей, соединенных красным коннектором. Этот выдвижной элемент имеет свою схему фиксации в рабочем положении под действием веса космического корабля. На втором этапе сборки достаю 4 интересных деталей, похожие на авиационный лонжерон либо строительные фирменные конструкции. Продольные балки этой детали имеют двудавровое сечение, и сама деталь выполнена по всем правилам теории сопротивления материалов. Это очень круто увидеть такие детали в Lego. Собираю конструкцию, похожую на детские санки или лыжу аэросаней. В нашем космическом корабле эта лыжа установлена на заднюю стойку шасси. Условная коробка передач пополнилась дополнительными деталями. Мы видим путь передачи вращения от синей шестерни на черную ось, и таких путей 2. Они передают вращение на одну и ту же ось. 2 одинаковые шестерни не только повышают показатели по количеству деталей в наборе, но и равномерно распределяют нагрузки на шестерни. Также они дают возможность управлять кораблем левой и правой рукой.
Результатом второго этапа сборки является такая вот пространственная конструкция. При этом мы можем увидеть, что черные шестерни условной коробки передач управляют механизмом уборки задней стойки шасси. Обратите внимание, как классно работает этот ограничитель вращения черной шестерни. На третьем этапе мы строим ракетный двигатель, который имеет фантастический дизайн будущего и выглядит очень круто. В реальном самолетостроении и ракетостроении для разгона потоков газов используется сопло Лаваля. Выглядит это так. В этой узкой части газы разгоняются до скорости, превышающей скорость звука. Выхлопные газы создают реактивную тягу и, согласно третьему закону Ньютона, ракета летит в космосе. В нашем фантастическом космическом корабле LEGO 42-171 установлены два основных ракетных двигателя. В этой модели эти два двигателя закрыты декоративными панелями, конструкция корпуса не подлежит обслуживанию. Поэтому те зрители моего канала, которые не смотрят пошаговую сборку, не смогут увидеть внутреннее устройство этих основных двигателей. На четвертом этапе собираем механизм захвата грузов. Этот космический корабль может перевозить грузы на внешней подвеске. Красная деталь надежно фиксирует механизм захвата грузов в рабочем положении. Основные стойки шасси имеют такой же принцип действия, как и задняя. Приводятся в движение при помощи шестерни черного цвета и пары звездочек. Как вы уже догадались, космический корабль имеет классическую схему шасси самолетного типа с задней стойкой. Это результат четвертого этапа сборки. Мы видим конструкцию летательного аппарата, которая напоминает арктический самолет без крыльев с двумя реактивными двигателями. Важная деталь LEGO под названием поворотный стол применяется в тех случаях, когда надо передать крутящий момент на крупногабаритные агрегаты. Собирая простейшее соединение под названием шарнир равных угловых скоростей совместно с карданным валом. В этом наборе мы имеем два шруса и два кардана. Вставлять ось нужно до упора кардана в деталь, иначе механизм не будет правильно работать. Другой конец вала соединяю с осью на корпусе, проверяя работоспособность конструкции и закрепляю ее в рабочем положении при помощи балок. На этапе сборки очень легко проследить путь передачи вращения от синей шестерни через шрус и карданный вал на корпус элемента, который должен вращаться. Вращение происходит под воздействием большого пальца руки. Декоративные элементы закроют механизм вращения двигателя, но в процессе сборки мы сможем увидеть, как все устроено. Поворотный двигатель установлен на пилоне. Пилон – это несущая обтекаемая конструкция для установки вынесенных агрегатов летательного аппарата. В данной модели декоративные панели придают красивые аэродинамические формы. Очень важно знать, что красивый летательный аппарат не может летать плохо. Это результат пятого этапа сборки. На шестом этапе собираю обшивку фюзеляжа космического корабля. Декоративные панели белого и серого цвета надежно скрывают внутренние элементы конструкции и придают обтекаемую форму летательному аппарату. Декоративные панели обшивки также присутствуют в нижней части фюзеляжа. В нижней части сзади установлены навигационные огни. Результатом сборки деталей седьмого пакета являются поворотные ракетные двигатели. Конструкция поворотных двигателей, расположенных на пилонах, очень похожа на конструкцию основных маршевых двигателей, расположенных сзади.
Зачем космическому кораблю вертолетные лопасти? Действительно ли Лего дает нам возможность сделать альтернативную модель легкого спортивного вертолета из космического корабля? Или нам стоит попробовать сделать конвертоплан? В любом случае, в конце 8-го этапа мы узнаем, для чего нужны вертолетные лопасти на космическом корабле. Залогом успешной миссии на Марсе является наша доблестная связь. Космический корабль оснащен антенной радиосвязи, которая надежно закреплена на кронштейне. Надо очень постараться, чтобы потерять антенну во время игры. И в дождь, и в грязь, и в ураган связь будет работать устойчиво. В носовой части космического корабля имеются белые посадочно-рулежные фары. В темное время марсианских суток они позволят перемещать грузы на любые расстояния. Результатом 8-го этапа сборки являются открывающиеся капоты поворотных двигателей и хвостовое оперение. В 9-м пакете я нашел две большие антенны, и стало ясно, кто в моей команде начальник связи, любитель воровать мелкие ценные детали. Собираю фонарь кабины пилотов. В авиации фонарем называется прозрачная часть кабины. В кабине всего 2 посадочных места, что соответствует международным стандартам. Командир корабля сидит слева по ходу движения, а второй пилот справа. У второго пилота нет штурвала, хотя он должен быть, но есть информационный монитор. Чуть позже мы узнаем, что монитор не оснащен наклейками, вероятно, конструктор Лего забыл это сделать. Хотя на космическом погрузчике 42178 у пилота на мониторе были наклейки. Фонарь состоит из 2 половинок, которые соединяются между собой на 2 синих пинах. Собрать половинки легко и просто. А вот антенна на кабине пилотов установлена ненадежно, но ее тоже легко присоединить. Кабина пилотов шарнирно закреплена на продольной балке. Чуть позже мы узнаем, в чем фишка такой установки кабины. Консольная балка надежно закреплена на корпусе корабля при помощи 3 пинов. В конце 9-го этапа из декоративных панелей белого цвета собираю и устанавливаю носовой обтекатель. Космический корабль готов, но остался еще один пакет под номером 10. В 10-м пакете я нахожу деталь для сборки важного космического оборудования. Обратите внимание, что эти звездочки отличаются не только цветом. Эти простейшие детали будут основой крутого механизма. Из них мы построим шарнирно сочлененную раму маленького космического дрона на колесах. Дрон очень подвижный и маневренный. Сборка космического корабля завершена. Оставшиеся лишние детали упаковываю в пакет на временное хранение. Без наклеек дрон выглядит немного хуже, чем с наклейками, а вот космический корабль без наклеек выглядит значительно хуже. Обратите внимание на белые панели с наклейками и без них. С наклейками грузовой космический корабль выглядит очень круто. Кабина пилотов имеет классный дизайн, несмотря на свою простую форму. Поворотные ракетные двигатели на пилонах выглядят идеально. Классическое шасси с задней опорой грамотно спроектировано. А V-образное хвостовое оперение улучшает внешний вид данного аппарата. Этот набор открывает на моем канале плейлист «Летательные аппараты», в которых будут собраны космические корабли и звездолеты различных серий Лего и самоделок. Поэтому приглашаю всех любителей космических кораблей подписаться на мой канал, чаще писать комментарии и ставить лайки. Гарантированно на моем канале будет много видосиков на космическую тематику. Кабина пилотов шарнирно закреплена на продольной балке. Это одна из функций данного набора. Фишка состоит в том, что кабина сохраняет горизонтальное положение при маневрах фюзеляжа. В кабине предусмотрено 2 места для пилотов.
поэтому мы попробуем усадить туда чувачка. Фонарь кабины состоит из двух половинок. Разобрать его очень легко. Следите за движениями моих пальцев. Отсоединяю левую прозрачную часть. Она закреплена всего лишь на двух синих пинах. Далее отсоединяю правую часть фонаря. Сборка происходит в обратном порядке. Обратите внимание, как установлен синий пин. У пина есть ободок. Этот ободок во время сборки должен находиться с левой стороны по ходу движения. Устанавливаю правую часть фонаря, удерживая два синих пина пальцами. Штурвал регулируется по углу наклона. Чувачок укладывается вместо пилота, ему здесь будет комфортно. Устанавливаю левую часть фонаря, и наш грузовой космолет готов к работе на Марсе. Наш чувачок будет командиром корабля, а вот место второго пилота пока свободно. Но мы обязательно найдем чувиху, которая будет надежным компаньоном для чувачка. Космический корабль укомплектован 4 антеннами. Та, что закреплена на фонаре, легко отваливается, но ее также легко можно установить. Две другие закреплены надежно. Посадочно-рулезные фары размещены с обеих сторон космического корабля. Они легко поворачиваются в разные стороны. Функция поворота вспомогательных двигателей обеспечивает кораблю вертикальный взлет и посадку. А для меня, как для самодельщика, есть возможность использовать детали этого набора для изготовления конвертоплана. Поворот двигателей осуществляется вручную через систему карданных валов. В процессе сборки можно будет увидеть, как работает этот механизм. Двигатели установлены на шикарных пилонах, которые имеют отличный вид и защищают вал поворота двигателей от внешнего воздействия. Есть возможность моторизировать эту функцию. Также вручную осуществляется уборка шасси. В процессе сборки можно будет увидеть, как работает этот механизм. Красная деталь управляет механизмом захвата грузов. Конструкция напоминает мощные лапы хищной птицы, которыми она захватывает свою добычу. Корабль легко справляется с захватом груза, при этом он способен подтянуть его к корпусу, закрепить груз в транспортном положении и затем долететь до места назначения. Разгрузка происходит в обратном порядке. При этом корабль все время находится в полете. Груз на внешней подвеске закреплен достаточно надежно и выдерживает перегрузки высшего пилотажа. Для удобства обслуживания вспомогательного двигателя предусмотрена функция открывания капота. В качестве замка используется стержень. На основных двигателях нет открывающихся капотов. Хвостовое оперение выполнено по V-образной схеме, а это значит, что рули поворота совмещены с рулями высоты. Но здесь дизайнер Lego допустил ошибку, которую мы легко исправим в конце этого видео. Конструкция космолета имеет суперручку. Она позволяет управлять работой механизмов и перемещать космический корабль в пространстве. Теперь понятно, почему дизайнер выбрал именно V-образное хвостовое оперение. Возле ручки достаточно свободного места, поэтому космическим кораблем может играть взрослый человек совместно с ребенком. В дополнительное космическое оборудование входит колесный дрон. Он имеет шарнирно сочлененную раму и обладает отличными ходовыми качествами. Этот маленький марсоход очень маневренный. Он оснащен солнечными панелями. Его колеса совпадают по размеру с колесами самосвала 42147. Так что этими наборами можно играть совместно. В
Конструкция бокса для перевозки дрона имеет коробчатую форму. Спасибо Lego за большие белые панели. Они наверняка пригодятся мне в будущем для изготовления самоделок. Но я так и не понял, нафига дизайнер притулил на белую панель оранжевую рамку, которая по философии Lego символизирует шлюз. По идее, за рамкой должен быть проход, но здесь его нет. Кто может дать ответ, с какого перепуга он это сделал? В сравнении с другими наборами космолет выглядит шикарно. Я бы сказал, что по внешнему виду космический корабль выглядит значительно круче, чем марсоход. У космолета практически нет недостатков. Космический погрузчик на 100% совместим с кораблем. Корабль может перемещать его, захватив за специальный кронштейн. Вот так это происходит в реальности. Со всеми этими наборами вы можете познакомиться в плейлисте про космическую технику. Одним из недостатков этого набора является то, что у космолета в выбранном положении шасси никак не закреплено. В процессе игры оно может самопроизвольно открываться. Поэтому надо всегда держать палец на шестерне черного цвета, которая управляет уборкой шасси. Но вернемся к V-образному хвостовому оперению космического корабля. Изначально дизайнерам Lego была допущена серьезная ошибка. Элементы, выделенные оранжевым цветом, оказались закреплены на передней кромке. Эти элементы называются рули высоты и направления, у которых есть триммеры. Исправить это просто, достаточно поменять плоскости местами. Теперь руль высоты, совмещенный с рулем направления, будет корректно функционировать в набегающем воздушном потоке. Может возникнуть вопрос, где на Марсе взять воздух? Или разве только дилетант мог установить на космическом корабле хвостовое оперение, как на самолете? Но это не так. Вполне допустимо, чтобы у космического аппарата были крылья и хвостовое оперение, подобно авиационным решениям. Спасибо за просмотр видео. Спасибо за лайк. Прошу вас, мои дорогие зрители, подписаться на мой канал и уведомления. Пожалуйста, напишите любой комментарий и загляните в плейлисты моего канала. Здесь вы узнаете много интересного. До встречи в следующих видео.